I often hear them say that very few people come as a result of book distribution. In the beginning, people are interested, and more people get attracted when they preached astrology, psychology, and then when they join, being interested in these things, gradually they can understand or take up Krishna consciousness. So how to answer these points? Часто можно слышать, что мало кто привлекается книгами Прабхупады, и вначале людей больше привлекает астрология, психология, подобные вещи. И они присоединяются к движению, а потом впоследствии уже они могут привлечься сознанием Кришны. Как правильно реагировать на это мнение? Have you read Srimad Bhagavatam? А вы сами прочитали Шримад Бхагаватам? Not all of it. Have you read the first canto, chapter 5? Ну, хотя бы первую песню, 5 главу прочитали? Can you remember what the subject is? Вы помните, о чем там говорится? Can anyone remember? Кто-нибудь помнит, о чем? Narada Muni's instruction. Narad Muni chastises Vyasadeva. В этой главе Нарада Муни ругает Вьясадеву. Chastises Vyasadeva. Представьте себе, ругает самого Вьясадеву. That Vyasadeva had presented all the Vedic literatures with all kinds of things and little bits and pieces about Krishna here and there, but he had failed to present Krishna consciousness clearly and straightforwardly. Вьясадева рассказал о всевозможных вещах, немножко разбавив, так сказать, сознание Кришны, но прямо и подробно о Кришне он не рассказал. So that people couldn't get a clear understanding from the Vedic literature that they're supposed to surrender to Krishna. То есть, иными словами, люди, изучающие ведическую литературу, не могли понять, что им делать. То есть, они были сбиты с толку. And therefore Vyasadeva, on Narad's order, he compiled the Srimad Bhagavatam. И по этой причине Вьясадева, следуя указанию Нарада Муни, составил Шримад Бхагаватам. And all our acharyas have preached in that way, Srimad Bhagavatam. И на основе этого Шримад Бхагаватам проповедовали, вели свою проповедь все ачарьи. When we start to bring in all other things, then it becomes, what's that called? Когда мы начинаем привносить какие-то новые вещи, то это превращается во что? Hinduism, I think it's called in Russian, is it? Hinduism. Индуизм. Yeah, Hinduism. Это превращается все в индуизм. We find so many people in India, they're devotees of Krishna, but because they hear so many things, it's all mixed up and they don't have any clear understanding. То есть в Индии можно встретить людей, которые вроде слышали, знают о Кришне, считают себя его преданными, но в их головах просто какая-то каша. Они не имеют ясного представления о сознании Кришны. They're devotees, but they're not going to give their life like Ananta Shanti gave his life or Prabhupada gave his life. Они даже могут быть преданными, но свою жизнь они Кришне не готовы посвятить, так как Ананта Шанти или как Шрила Прабхупада. And they'll have so many mixed up ideas. Могут быть разные, так сказать, идеи и представления. I discussed this in this book called On Speaking Strongly in Srila Prabhupada's Service. Я эти моменты обсуждаю в своей книге «Бескомпромиссная проповедь служения Прабхупаде». That if we think that, okay, if we give a talk on Krishna consciousness, very few people will come. Там как раз я обсуждаю этот момент. Что если мы подумаем, что, ну хорошо, если я буду о сознании Кришны рассказывать напрямую, то это мало кого привлечет. If we give a talk on sense gratification, so many people will come. А если я буду рассказывать о чувственных наслаждениях, то очень много людей привлечется этим. Sense gratification such as Ayurveda, how to have a more healthy body to enjoy yourself better. О таких чувственных наслаждениях, как аюрведа, то есть как
сделать так, чтобы тело было здоровым, чтобы можно было лучше наслаждаться в этом мире. Or astrology or psychology, how to sort out the problems in your life. Или психология, астрология, то есть как разрешить проблемы свои житейские. So many people may come. Поэтому это действительно может привлечь очень много народу. Or yoga, how to have a healthy body. Или йога, например, то есть как улучшить здоровье. So many people may come and you might even get them to chant Hare Krishna, but you won't tell them at that point the philosophy of Krishna consciousness. Поэтому действительно многие могут привлечься, и даже вы можете повторять вместе Святое Имя, но на этом этапе вы не будете говорить им о философии сознания Кришны. So you get a lot of people interested, but not in Krishna consciousness. Поэтому вы привлечете много заинтересовавшихся людей, но чем они заинтересовались? Не сознанием Кришны. Gradually you introduce Krishna consciousness. И постепенно вы начнете по капельке рассказывать им о сознании Кришны, давать им сознание. And gradually, as you introduce more and more, the people who came for psychology or whatever, they lose interest and go away. И по мере того, как вы будете все больше о сознании Кришны рассказывать, то те люди, которые пришли изначально, привлекшись чем-то иным, они будут уходить. Or you may keep a significant number of people, but their interest in Krishna consciousness is mixed up with psychology and Ayurveda and all these things. Или же они будут оставаться, но их интересы будут смешаны, то есть их будут интересовать сознание Кришны и аюрведа, астрология, психология, все остальное вместе. And in the meantime, you're preaching to newer people about this also. So half the time you're talking psychology, Ayurveda, yoga, astrology, and so on and so on. И вам нужно новых людей привлекать, и поэтому вы будете говорить не только о сознании Кришны, но одновременно еще о психологии, астрологии, аюрведа и так далее. So it's always, the presentation of Krishna consciousness is always mixed up with these things. Поэтому вы будете представлять сознание Кришны, всегда смешивая его с вот этими вышеупомянутыми It's вещами. exactly what Narad chastised Vyasadeva for. Но это именно то, за что Нарада ругал Вьясадеву. So you may get many people to come, but they may not have a very clear understanding of what Krishna consciousness is because you don't give it. Поэтому может привлечься много людей, но у этих людей не будет представления о том, что такое сознание Кришны. Почему? Потому что вы им просто не даете сознание Кришны. Srila Prabhupada only spoke pure Krishna consciousness 24 hours a day. Но Шрила Прабхупада проповедовал только чистое сознание Кришны. Делал это 24 часа в сутки. But even then it was so difficult to get people to fully imbibe the message. И даже в этом случае очень немногие люди впитали и приняли это послание. But he never considered giving another message. Но он никогда не думал о том, чтобы как-то менять это послание или давать вместо него какое-то другое послание. Nor did any of our previous acharyas. И также поступали все наши предыдущие ачарьи. And to me it seems rather presumptuous to think that we discovered a better way to preach. Поэтому я думаю, это слишком амбициозно, если будем считать, что вот мы нашли новый путь. You may get many people, but how many are going to clearly understand the message and clearly surrender to Krishna? То есть людей там привлечь много — это не проблема. Проблема донести до них сознание Кришны в чистом виде и вдохновить их предаться Кришне. And to keep so many people, because we want to keep so many people, then we relax the standards. И поскольку мы хотим, чтобы, так сказать, у нас было много людей, много последователей, то существует тенденция, мы начинаем снижать стандарты. For instance, we say that, well, you don't have to be initiated to worship deities. Ну, к примеру, начинают проповедовать о том, что для того, чтобы поклоняться божествам, не нужна инициация вообще. You don't have to eat only prasadam. Don't be a fanatic. Не нужно питаться исключительно просадом преданным, не нужно быть фанатиком. Marriage, divorce, 2-3 times. Yeah, well, it's okay. What can you do? Брак, развод, повторный брак, еще развод, еще раз брак, еще развод. Ну, ничего страшного, такова жизнь. Don't be too strict. Не нужно быть слишком строгим. Have you heard such things? Don't be too strict. Вы слышали
Такую проповедь. Не нужно быть чересчур строгим. We should mix up all the men and the women. It's very prominent in the Western countries in ISKCON. All the men and the women, they all sit together. Не нужно разделять мужчин и женщин, чтобы они сидели. Сейчас на Западе уже в храмах ИСККОН мужчины и женщины сидят вместе друг с другом. And the men have to call the women Prabhu, otherwise the women get extremely angry. И мужчины должны называть женщин Прабху, иначе те очень сильно злятся и расстраиваются. Where have all these things come from? Откуда вообще все это приходит? Not from Srila Prabhupada. Точно не от Шрила Прабхупады. We sing every day, those of us who go to Mangalarti, Yasya prasadad bhagavat prasado, Yasya aprasada nagati katopi. Our whole spiritual life depends on the mercy of Srila Prabhupada. Каждый день, когда мы приходим на Мангаларати, мы поем «Ясья прасаду, Бхагават прасаду». Вся наша духовная жизнь зависит от милости духовного учителя. And in our fertile brains, as Prabhupada said, we may think that we have invented a better way to preach than he gave us. И в наших плодовитых, плодородных умах могут появляться какие-то идеи, как лучше проповедовать. It may seem good for some time. Сознание Кришны. Maya is like that. Ну, в течение, то есть может казаться, что это хорошие способы в течение какого-то времени. Vishayendriya samyogam. Так действует майя. Yeah. How does that verse go? Vishayendriya samyogam yat sukam rajasam sukha. Vishayendriya samyogam yat tad agre mitopamam pariname vishamiva tat sukam rajasam smita. The happiness that comes from sense gratification, it's in the mode of passion, it seems like nectar in the beginning, but it becomes poison in the end. Счастье, которое человек испытывает в годе страсти, вначале доставляет радость, но потом приносит горечь. So we find on our ISKCON websites that such and so, what is this? Advertisements for yoga. Поэтому на официальных сайтах ИСККОН в наше время можно встретить рекламу даже йоги. Prabhupada so many times said that this yoga is bogus. Прабхупада множество раз говорил о том, что все это глупости, вся эта йога, это ерунда. Recently in England, the government, for religious education, they recognize for teachings in the schools in all of England that they want to give an example of two modern or contemporary Hindu groups. В наше время в Великобритании вводится, так сказать, религиозное образование в школах, и правительство решило, что детям можно рассказывать о двух религиозных группах индуизма. One is Hare Krishna and the other is Sai Baba. То есть, первое это в рамках этого курса, то есть дети узнают о движении Харе Кришна, и второе это Sai Baba. And devotees are saying, "Oh, that's wonderful." Преданные думают, ну как замечательно. Well, all I can say from my standpoint is that I don't find this wonderful at all. I find it very disheartening how we've compromised so much. Но меня такие новости совсем не вдохновляют, то есть наоборот расстраивают. When we think it's wonderful that we are presented as a Hindu group like Sai Baba. То есть когда люди преданные радуются, что сознание Кришны считается каким-то, воспринимается каким-то индуистским течением, подобным движению Sai Бабы. It was not for this that Srila Prabhupada suffered heart attacks at sea. То есть это что ради этого Шрила Прабхупада пережил несколько инфарктов, пока плыл в Америку. Worked hard day and night to spread Krishna consciousness. И денно и ночно трудился, не покладая сил, для того, чтобы распространить сознание Кришны. Anyway, much more could be said about this, but you get the idea. Maybe you do, maybe you don't.
Ну, так или иначе, можно много чего сказать на этот счет, но я думаю, что вы поняли, о чем речь. Общий смысл понятен. Can we leave this? Can we leave this question? Let's just leave it. Yoga, vastu. The question is what to do if one is attached to them, not give it up. Then you get born again and again. Ну, просто придется родиться вновь и вновь в материальном мире. Sarvadhaman parityaja. This is a question a similar question I'm often asked in India. Похожий вопрос мне задают в Индии. Say that, well, I'm very attached to demigod worship. Люди говорят, я очень привязан к поклонению полубогам. In our family, for so many generations, we're worshipping Ganesh or whatever. Поскольку в нашей семье уже из поколения в поколение, в течение нескольких поколений поклоняются Ганешу или еще кому-то. So I tell them, well, you decide. If you want to go on worshipping Ganesh, then you get born again. Я просто отвечаю, ну, вам решать. То есть, если вы хотите поклоняться Ганеше, поклоняйтесь, ну, потом опять родитесь в материальном мире. If you want to go back to Godhead, then in this life or in 10 million lives from now, you have to savadhaman parityaja. You have to give all these things up and surrender to Krishna. А если вы хотите отправиться в духовный мир, либо уже в этой жизни, либо там через миллионы жизней, то вам придется сделать сарвадharman паритяджа, то есть отбросить все эти вещи и предаться Кришне. So this is supposed to be the savadhaman parityaja department. И здесь, то есть в Искон, мы должны как раз и заниматься этим, сарвадharman паритяджа. If someone comes in here and says, I'm interested in yoga, you say, okay, there's a yoga studio down the road, you can go there. И поэтому, если кто-то приходит сюда и говорит, мне интересна йога, мы должны этого человека посылать в студию йоги напротив. I'm interested in Vastu and Feng Shui. Okay, you can go somewhere else for that. Если кого-то интересует Васту и фэн-шуй, можно его отправить туда, где вот эти вещи изучают и занимаются ими. I want to worship Ganesh. Okay, go to the Ganesh temple. А если хотите, кто-то хочет Ганеше поклоняться, ну, можно сказать, ну хорошо, иди и поклоняйся куда-нибудь в другое место. This is Srila Prabhupada's Hare Krishna movement. А это движение Харе Кришна, это движение Шрила Прабхупады. It's not a supermarket. Это не супермаркет. Yeah, you can choose. There are so many hands going up. Well, I talk like this and then I'm not invited again. When I talk like this, I'm not invited again. То есть нет ничего удивительного в том, что когда я говорю такие слова, то меня потом не приглашают в эти храмы. I'm not joking. И я не шучу. Maybe in Russia, because everything's wonderful. Может быть, только в России этого не происходит, потому что в России все чудесно, все замечательно. It's all the same. Потому что все едино. It's just Bhakti Vikasa Swami's mood, that's all. Это просто такое вот настроение у Бхакти Викаши Свами. Someone else has another mood. Не более. Ну, кто-то другой в другом настроении находится. Ничего страшного. It's not a question of moods. We're supposed to see what Srila Prabhupada taught us to follow Guru, Sadhu and Shastra. Ну, это не вопрос настроения, это вопрос того, чего хотел от нас Прабхупада, к чему он нас призывал. Он призывал нас к тому,
чтобы следовать гуру, садху и шастрам. If you have a yoga mood, you can go to BKS Iyengar or Muktananda. Ну, если вы хотите заниматься йогой, то вот можете отправиться к BKS Ananga, каким-то еще другим йогам. If you have a mood of just love and be accepted, you can go to this fat amma who hugs people. Вот если вас интересует любовь, это чувство, как быть хорошим, то можете отправиться к полной амме, которая, так сказать, всех обнимает. There should be a very clear difference between Srila Prabhupada's ISKCON and all these Mayavadi, mumbo-jumbo, New Age groups. Должна быть четкая разница между ISKCON Шрилы Прабхупады и вот этими течениями New Age, где проповедуется Майявада и всякая билиберда. If there's not a clear difference, then there's a problem. Если этого четкой разницы нет, то у нас проблемы. The way we talk, what we teach, everything should be clearly different. То есть наша проповедь, наши слова должны отличаться. These New Age people, they talk in very vague terms about love and compassion. Последователи New Age говорят о каких-то абстрактных понятиях: любовь, сострадание. We also speak about love. Но мы тоже говорим про любовь. Love means love for Krishna. Любить означает любить Кришну. Not some vague imaginary idea of loving. А не просто какое-то абстрактное понятие, просто любовь. And love for Krishna means we have to surrender to Krishna by following the process of Krishna consciousness. А любить Кришну подразумевает то, что мы должны предаться Кришне и следовать практике преданного служения. As given in the Brahma, Madhva, Gauriya, Vaishnav Sampradaya. Следовать этой практике так, как она дана Брахма, Мадва, Гауди, Вайшнава, Сампрадая. As not given in these dozens of Mayavadi groups. И не в той форме, которую можно встретить в десятках и десятках групп разновидностей Майявад. We're very clear and very specific. То есть эти наставления очень ясны и понятны. Srila Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness. Шрила Прабхупада основал Международное общество сознания Кришны. The lawyer who is incorporating the society suggested it should be called the International Society for God Consciousness, and then it would be more open to everyone. И юристы, которые занимались вопросами регистрации общества, они предложили Прабхупаде поменять название на общество сознания Бога. Тогда, по их словам, так сказать, рамки расширялись и, соответственно, давалось больше места для деятельности. Prabhupada said, no, it has to be Krishna. И Прабхупада сказал, это должно называться If you сознание make Кришны. it God consciousness, they'll bring in so many strange ideas. Поскольку если это будет называться сознание Бога, то это породит множество разных теорий, учений и отклонений. If you can speak in the public, God, 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 and mostly people have an impersonal idea. Если говорить людям, проповедовать людям, используя слово Бог, то нужно понимать, что у большинства людей имперсональные представления о Боге. So by saying God, without clarifying who is God, you're pandering to their misconceptions. Поэтому, если вы говорите Бог и четко не объясняя, кто такой Бог, то означает, что вы лишь просто потворствуете их заблуждениям, каких-то неправильным представлениям.
Anyway, you get the idea. Я думаю, что идея понятна. Maybe. Может быть. It's just like in India preaching to Hindus. It's so difficult to preach because they'll say, well, what about this guru and that guru and yoga and Ganesh and lights in the head and Om and so many things. Ну, это как проповедовать в Индии. Там тоже можно встретить. Постоянно люди задают вопрос, а как насчет этого гуру, того гуру, этой аватары, как насчет поклонения Ганеше, как насчет кундалини, ореола, как насчет Ом. Vipassana, so many things. So it's like that in the West now, that people, well, this, that, so many things. И сейчас на Западе видим тоже, что появляются различные вещи, какие-то отклонения. То, это, третье, десятое. We find even after, in India, my experience is mostly that, after bringing people into Krishna consciousness, you have to preach so much to get out the ideas of the compromised Hindu ideas. Ну, исходя из личного опыта, могу сказать, что, по крайней мере, в Индии это так. После того, как люди привлекаются сознанием Кришны, еще нужно потратить столько времени и сил, чтобы вымыть, так сказать, из их голов всякую вот эту вот ерунду, которая там накопилась, различные примеси. It takes time and a lot of preaching, clear preaching, for them to understand clearly what we're supposed to be doing here. Много времени и усилий уходит на то, чтобы объяснить людям, о чем вообще это и что мы должны делать. It is easier just to tell them, yes, we also believe service to man is service to God. Гораздо легче сказать людям, да, мы тоже верим, что служение людям – это служение Богу. Feed the poor, open hospitals. Кормите бедных, открывайте больницы. Chant Hare Krishna. И повторяйте Харе Кришну. They love it. They're pious people. И людям это нравится, они благочестивы. But due to the influence of Vivekananda and other rascals, they think that feeding the poor is service to God. Но под влиянием Вивекананды и других негодяев люди, индийцы, думают, что когда вы кормите бедных, вы служите Богу. So if you give them a mix of feeding the poor and some yoga and chanting Hare Krishna, they love it. Поэтому если людям преподносить это в такой форме, что нужно кормить бедных, нужно заниматься йогой, повторять еще при этом Харе Кришна, то люди принимают это просто на ура. You can make so many devotees, and it works. Можно так много преданных сделать, и так и происходит. It works in one way, you get many followers. То есть это что происходит? Происходит то, что у вас появляется множество последователей. Followers of Srila Prabhupada, that I don't know. Являются ли эти последователи последователями Шрилы Прабхупады? Я сомневаюсь сильно в этом. Because Prabhupada taught something different. Поскольку Прабхупада учил нечто совершенно другое. It might be followers of someone who was initiated by Prabhupada, but I don't know if they're followers of Prabhupada. Может быть, эти люди становятся последователями кого-то, кого инициировал Шрила Прабхупада, но точно не последователями Шрилы Прабхупады. And I wonder what the disciples of those gurus think when they read Srila Prabhupada's teachings, and he's so much against government curriculum in our schools, and we have our gurus promoting, yes, give donations to build a school. We're going to teach the best education so people can go to the best colleges and become the top engineers. It's exactly opposite to what Prabhupada taught. Я не знаю, And chant Hare Krishna. Oh, by the way, yeah. Что думают те преданные, когда они открывают книги Прабхупады и читают там, как он выступает против современных школ, системы современного образования, и при этом слышат некоторых учеников Прабхупады, которые собирают деньги на то, чтобы открыть лучшие школы, где дети будут учиться по принятому государством учебному плану для того, чтобы поступить в лучшие вузы страны. Our aim is to и при этом повторять children for IIT, that's Indian Institute of Technology, the top college
engineering. Our aim is this. Наша цель Advertising like that. да, собирать на это деньги, на строительство таких школ. И при этом наша цель, они заявляют, чтобы наши выпускники смогли поступить в IIT. То есть это технологический институт, самый известный, самый престижный в Индии. And Srila Prabhupada says the aim of our Gurukul is to save these poor children from the slaughterhouse materialistic education. А при этом Шрила Прабхупада говорит, что цель наших гурукул – это спасти наших детей от этих боин современного образования. So I wonder what disciples think when they see Srila Prabhupada says this, and my Guru just does exactly the opposite. И вот поэтому мне интересно, что думает ученик, когда видит, что Прабхупада говорит одно, а мой духовный учитель говорит нечто противоположное. What do they think? I wonder what they... Probably they don't think, because if you think, you get, what's that, a fuse. О чем они думают You вообще? get a blown out circuit. Возможно, они вообще не думают, потому что если бы они задумались, то у них бы просто перемкнуло, было бы короткое замыкание, вылетел бы автомат. Or they're told, you can't understand all these things. There's a higher purpose that you can't understand. You just have faith in what we're doing. Или им говорят, но вы все равно понять всего не можете, просто вот верьте в нас, что мы делаем. Сейчас пока на этом уровне вы не понимаете. So it's a call to blind faith. Это призыв такой к слепой вере. Whereas Srila Prabhupada painstakingly explained again and again and again why he's doing what he's doing. Шрила Прабхупада вновь и вновь повторял, что он делает, зачем он делает. He made everything very clear. И все он, так сказать, описал очень ясно и понятно и просто. Srila Prabhupada made a point again and again. Вновь и вновь Шрила Прабхупада повторял один важный момент. That he is a representative of the previous acharyas. Что он является лишь представителем предыдущих ачарьев. He wanted to establish our faith in him, not because he's a gopi from the spiritual world. He refused to discuss any such thing. И он хотел, чтобы мы поверили в него не потому, что он какая-то гопи из духовного мира. Он никогда подобные темы вообще не затрагивал и отказывался вообще их обсуждать. He established that you should have faith in me because I'm simply presenting the message of the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita as it is, as the previous acharyas have presented it. Шрила Прабхупада говорил о том, что вы должны поверить мне, поскольку я представляю послание Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита, как оно есть, так как его представляли предыдущие ачарьи, ничего не изменяя. He spoke about the Guru being a transparent via medium. Шрила Прабхупада говорил о гуру как о прозрачной среде. So we could very clearly see that Bhagavad Gita says this, Srila Prabhupada says the same thing. Поэтому можно четко видеть, что в Бхагавад-гите это сказано, и Шрила Прабхупада это говорит. Madhvacharya, Vishwanath Chakravarti, Jiva Goswami, Bhaktisiddhanta Saraswati, they all say the same thing. Prabhupada says the same thing. Мадхвачарья, Бхактисиданта Сарасвати, Вишванат Чакраварти Такур, все говорят об одном и том же. Very clear, very transparent. Все ясно и прозрачно. At least in India, I see some of the disciples of the gurus, they praise their guru and they say, he's such and such a manjari from the spiritual world. Вот в Индии можно встретить, когда ученики прославляют своего духовного учителя, они могут говорить, что вот наш духовный учитель это такая-то манджари из духовного мира. He's very special, intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu. Или что он очень близкий, сокровенный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. They say all these things which are from our platform unverifiable. We just have to believe it. То есть они говорят о каких-то вещах, которые мы на своем уровне проверить не можем. Должны просто принять на веру. Why should they have to say such things? А зачем вообще нужно говорить тогда об этом? So that people can have faith. Чтобы люди поверили. The message itself, the message that the Guru gives
should be the basis of the faith of the hearers, not some unknown, he's a manjari from the spiritual world or something like this. Но вера должна основываться на самом послании, которое произносит проповедник, а не на каких-то сведениях о том, что он якобы какая-то манджари в духовном мире. You can go on Facebook and see some of our great ISKCON preachers. They have videos with more than 1 million hits. Или в Facebook, если зайти, можно увидеть видео, где проповедники, лидеры число этих просмотров этих видео достигает миллиона и даже больше. There's nothing about Krishna consciousness in them. И там ничего близко даже с сознанием Кришны нет. So what is the value? Поэтому какой в этом смысл? There are so many people get millions of hits. Well, not so many. I mean, it is quite an achievement to get million hits, but if you don't talk about Krishna, then what's the point? If you don't present the philosophy of Krishna consciousness. Конечно, это большое достижение, 1 миллион просмотров, но есть и другие, кто набирает и побольше просмотров. Поэтому какой смысл в этой деятельности, если она не связана с сознанием Кришны? Cheap popularity is very dangerous. Cheap popularity is very dangerous. Дешевая популярность очень опасна. I won't go on much more because anyway it's time for prasadam, but I'll just read one quote from Srila Prabhupada in this regard. Нет, я на этом заканчиваю. То есть это обсуждение, поскольку уже время вышло, просада нужно принимать. Просто хочу прочитать еще одну цитату Шрила Прабхупады в этой связи. Srila Prabhupada was once asked Однажды Шрила Прабхупаду спросили, by one of his disciples, его спросил один из его учеников, what if people don't want to hear our message? а что, если люди не захотят услышать наше послание? That was more or less the question, right? That people are not interested in our books. If we present psychology, astrology, Ayurveda, they'll be interested. То есть этот вопрос уже прозвучал, что не так много хотят заинтересуются книгами, гораздо больше заинтересуются аюрведой, астрологией и так далее. So it's more or less the same question Srila Prabhupada was asked. What if people don't want to hear our message? Это вопрос тот же самый, который задали Прабхупаде. Что, если люди не захотят услышать наше послание? So Srila Prabhupada replied. На это Шрила Прабхупада ответил. The people might not understand our message, but Krishna will be pleased. Возможно, люди не поймут наше послание, но это доставит удовольствие, то есть наша проповедь доставит удовольствие Кришне. And that is our mission. И в этом и заключается наша миссия. They thought Jesus Christ's mission was stopped. Считалось, что миссия Иисуса Христа была остановлена. They killed him. И люди убили его. But his mission was attained. Но миссия его была выполнена. He preached 3 years only. Он проповедовал всего 3 года. But so many followers. Но сейчас так много последователей. He pleased Krishna. Он доставил удовольствие, удовлетворил Кришну. We must not be disappointed that no one is hearing Krishna consciousness. Мы не должны разочаровываться, думая, что никто не хочет слышать о сознании Кришны. We will say it to the moon. Мы будем проповедовать Луне and stars и звездам and all directions. И просто направлением света. We will cry in the wilderness. Мы будем плакать в одиночестве. Because Krishna is everywhere. Поскольку Кришна везде. We want to get a certificate from Krishna. Мы хотим получить сертификат от Кришны. That this man has done something for me. В котором он отметит, что да, этот человек сделал что-то для меня. Not popularity. Нам не нужна популярность. If a pack of asses says you are good, what is that?
Если стадо ослов будет вас признавать, какой в этом, считать, что вы хороший, какой в этом смысл? We have to please Krishna's senses with purified senses. Мы должны удовлетворять чувства Кришны своими очищенными чувствами. Here's another quote from Srila Prabhupada. Вот еще одна цитата Шрила Прабхупады. We have to inform people that there is a fire of Maya. Мы должны рассказывать людям о том, что майя подобна пожару. Which is burning the very vitality of all living entities. И этот пожар сжигает сущность и жизнь всех живых существ. And they should guard against the indefatigable onslaught of material existence. И люди должны защитить себя от этого состояния материального бытия, в котором они оказались. That should be our motto. Таков должен быть наш девиз. Another quote. Еще одна цитата. Be Krishna conscious. Будьте в This сознании is Кришны. quote, when I say quote, it means quote from Srila Prabhupada. То есть цитата из Шрилы, когда я говорю цитаты, значит цитата из Шрилы Прабхупады. Be Krishna conscious. The next life you go back home, back to Godhead. Будьте в сознании Кришны, тогда в следующей жизни вы отправитесь обратно к Богу в духовный мир. Permanent life. Там вы будете жить вечно. Yadgatvana nivartanti. Ядгатвата нивартанте. This we want to give. Об этом мы хотим говорить людям. There is no cheating. Мы не обманываем их, There is no politics. а мы не занимаемся политикой. No personal ambition fulfillment. У нас нет личных корыстных целей. This is our mission. В этом наша миссия. Try to convince them. Попытаться убедить людей. Try to convince them means to try to convince them of the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. То есть убедить людей в послании, в истинности послания Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. We don't have to convince people that they need sense gratification in the form of psychology, astrology, or Ayurveda. We don't have to convince them. They're already convinced. Нам не нужно убеждать, прилагать усилия, чтобы убеждать людей в необходимости чувственных наслаждений в форме аюрведы, астрологии и так далее. Потому что эта убежденность уже есть у людей. Srila Prabhupada said, there is not a little tinge of personal sense gratification. Здесь нет и примеси чувственных, и малой примеси чувственных наслаждений. There are no such things in Krishna consciousness. В сознании Кришны нет места этому. More quotes. Еще цитата. The Krishna consciousness movement is not meant for fulfilling one's personal ambition. Сознание Кришны не предназначено для того, чтобы человек осуществил свои личные амбиции. But it is a serious movement for the whole world. Это серьезное движение, предназначенное для всего мира. Serious means seriously Krishna conscious, not seriously yoga and vastu and all this. That's not serious. That's nonsense. Серьезность, прежде всего, серьезность сознания Кришны, а не серьезность в астрологии, психологии, потому что все это ерунда. Another quote from Srila Prabhupada. The poison is personal ambition. Еще одна цитата. Личные амбиции – это яд. I got 5 million Facebook hits. У меня 5 миллионов просмотров. If I speak on Facebook. Krishna consciousness, I might get 5,000. А если буду о сознании Кришны говорить, то, может быть, будет 5000. If I speak on change comes from within, А если я буду говорить о том, что перемены идут изнутри, discover yourself, раскрой себя, I can get 5 million hits. то будет 5 миллионов просмотров. The poison is personal ambition. Личная амбиция – это яд. Regarding advertising certain gurus in ISKCON as this manjari in the spiritual world and so on,
That's the end of the quote. Yeah, that's the end of the quote. Yeah. По поводу того, когда какие-то гуру в искон или не в искон начинают пропагандировать себя как манджари, Srila Prabhupada in one letter addressed the point that one GBC member was being advertised as an incarnation of Bhaktisiddhanta Saraswati, quoting Prabhupada about this. Шрила Прабхупаде написали письмо, в котором преданные говорили, как один из членов one GBC member, right? Yeah. Один из членов GBC стал как бы распространять слухи, что он является воплощением Бхактисиддханты Сарасвати. So Srila Prabhupada said, I want that you should manage the whole institution very cleverly, that means very intelligently, without any personal ambition like ordinary materialistic man. Шрила Прабхупада ответил тогда, что я хотел, чтобы GBC управляли движением разумно, а не преследовали какие-то личные корыстные цели, как обычные люди. The Gaudiya Math institution has become smashed. Гаудия Матх был разрушен. At least stopped its program of preaching work on account of personal ambitions. И прекратил заниматься проповедью именно по причине личных корыстных каких-то амбиций. I shall request you all not to be personally ambitious. Прошу вас всех не проявлять каких-то личных корыстных амбиций. This inordinate desire that we have to have many people coming. И вот это желание, что нам нужно, чтобы к нам присоединялось как можно больше людей. Somehow or other they do yoga, vastu, feng shui, astrology, ayurveda, inspirational speaking, management techniques. Somehow or other bring people. Неважно, о чем говорить, о фэн-шуй, о йоге, об техниках менеджмента, о психологии. Неважно, о чем говорить, главное побольше людей привлечь. And also, by the way, you can also chant Hare Krishna. Ну и при этом сказать, да, кстати, вы можете и Харе Кришна повторять. Or maybe they become initiated, but in their head is all mixed up ideas of feng shui, astrology, ayurveda, yoga. И даже эти люди могут So many things. получать духовное посвящение, но при этом в их головах вот этот винегрет из йоги, психологии, фэн-шуй, аюрведа и так далее. Because they see their guru talking about that all the time. Поскольку они видят, что мой гуру говорит об этом все время, постоянно. So naturally they'll think it's important. Поэтому естественным образом они будут думать, что это все важно. So we want to get a certificate from Krishna. Но мы хотим получить сертификат или удостоверение от Кришны. All right, we'll finish that. На этом мы закончим.